Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у нас с вами очередная камасутра из рубрики «Сам себе мастер». Сегодня мы с вами убрали длину моих ноготков. В принципе, длинные эти ногти на канале вы у меня видели. Вы уже видели на канале и ногти, которые будут после этих. Это у меня такая себе непредвиденная вставка. Я забыла о том, что я делала эту работу. Итак, мы убрали длину и готовим место под дизайн. В данном случае я хочу сделать у себя жестовскую шкатулку на ногтях. Рисовать мы с вами будем жестово, мазковую технику. Это очень быстро, очень просто и потрясающе красиво. Поэтому прокладываем черный цвет туда, где у нас будет дизайн. Дизайн будет не везде, а на выбранных мною вот этих вот 3 пальчиках. Далее переходим к рисованию. Изначально тоненькой кисточкой, тоненькими линиями накидываем для себя форму нашего будущего цветочка. Вот накинули себе вот такой вот кружочек, разделили его приблизительно на какие-то лепесточки, добавили рядом теоретических будущих пятилистничков, где-то там вот они у нас появятся в дальнейшем, потом у нас будут листья, в общем, прикинули для себя, как же будет выглядеть ваша композиция в конечном итоге. На самом деле вот этот вот момент для тех людей, кто не видит картинку целиком изначально, он будет очень и очень полезен. То есть, если вы не можете представить конечный результат вашего дизайна, возьмите тоненькие полупрозрачные линии и разметьте себе поверхность под дизайн. Далее в пределах нашей разметки мы сначала очень темным цветом закладываем подмалевок под наш цветочек. Таким цветом, который практически сливается с черным, а потом постепенно добавляя белый оттенок, начинаем высветлять. Все эти движения делаем по-мокрому, все эти движения мы делаем пастами. Пасты очень пигментированы, настолько пигментированы, что даже маленькая капелька пасты размазывается на пол руки. Доказательство тому мой большой палец, который уже весь в материале. И работаем мы, соответственно, очень малым количеством материала, потому что если этот материал наливать в большие слоя, то из-за того, что он очень пигментирован, он может не просохнуть. Поэтому тоненько растирающими движениями наносим наш материал таким образом, чтобы собирался наш цветок. Единственное, что нужно уметь, когда вы рисуете такого плана цветочки, это рисовать мазки кисточкой. В мазках тоже существуют свои правила, существуют свои обязательные элементы, существует обязательное движение кисточки. Кисточку нужно в каждом мазочке поднимать, выводить на тоненький хвостик, таким образом, чтобы мазки получались очень красивые и плавные. И все это мы проходим на онлайн-курсе мазковой росписи. Она так и называется «Мазки» или «Жестово». Кстати, вот такие вот цветочки на этом курсе мы тоже изучаем немножечко в других схематических решениях, но тем не менее эти цветочки в курсе у нас есть. Те девочки, которые попроходили у меня курс, совершенно без проблем нарисуют такие цветы. Да, мои девочки, вы же совершенно без проблем нарисуете такие цветы или с проблемами нарисуете? Ну, с проблемами тоже можно рисовать на самом деле. Итак, мы собрали наш цветочек, мы собрали лепестки нашего цветочка, мы добавили нашему цветочку еще дополнительно теневые моменты. А теперь берем еще светлее оттенок и начинаем высветлять те лепестки, которые находятся к нам ближе всего. Это, конечно же, передний ряд лепестков в бутоне и кое-какие лепестки по нижнему краю цветка.
Движения очень плавные, очень мягкие. Здесь я вам смонтировала весь ролик без ускорения. То есть мы работаем с вами в живом времени, а кое-где наоборот немножечко замедленно. Поэтому просмотрите все движения. Это очень-очень важно. Итак, основные цветочки у нас набросаны. Вот так вот они будут у нас выглядеть. Мы им еще добавим прорисовочки. Теперь переходим к составлению композиции. Как мы и договаривались, у нас будут рядом с этими цветами еще какие-то-никакие пятилистнички. И будут, конечно же, зеленые листики, которые все это соберут в кучку. Пятилистнички мы рисуем точно так же, как рисовали основные цветочки. Сначала мы набрасываем объем, основной формат, расположение, где у нас будет находиться пятилистник. Мы набрасываем яркой краской, самой темной краской, которая у нас будет. Потом добавим этому еще немножечко светотеней, и получатся у нас пятилистнички. Ну, а теперь зеленухи. Я смешала свою зеленую красочку с черной, получила такой очень пыльно-травяной красивый оттенок. Этим оттенком набрасываю основу своих будущих листьев и добавляю светлые моменты, которые куда-то при монтаже у меня потерялись. Ну, в общем, все то же самое делаю, что и цветочки с листочками.
После того, как я перекрыла финишем полностью весь дизайн, я еще дополнительно белой красочкой пробегаюсь по самым-самым-самым светлым оттенкам, расставляю самые-самые яркие белые блики, потом возьму тоненькую кисточку, аккуратненько все это прорисую, кое-где разделю на лепесточки, кое-где наоборот соединю мазочки в лепесточек, чтобы это смотрелось более цельным цветочком. И соответственно белая красочка поверх финишного покрытия будет смотреться дополнительно объемно. То есть тот объем, который я хочу себе подчеркнуть, белой красочкой он будет мало того, что видно его будет визуально, он будет еще и физически на ощупь ощущаться. Ну и жестовские подносы, это, конечно же, серия дорого-богато, поэтому украшаем при помощи вот таких вот железных пайеточек. Это не пайетки, это какие-то как клепки, не клепки, что-то такое очень интересное. Кстати, относились они замечательно, не полиняли. Какие-то, конечно же, у меня сковырнулись в процессе носки, но в целом это было очень и очень замечательно. Итак, надеюсь, сегодняшний мастер-класс вам понравился. Надеюсь, я для вас открыла что-то новенькое. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!